Всем привет, друзья! Сидим дома после позавчерашних событий. Вообще, если честно, не хочется идти в школу. Конечно же, дети не в курсе. Вообще написали в группе, чтобы детям, не рассказывали, потому что, по-всякому может психика отреагировать, да, и вообще вот эта ситуация совсем, конечно, меня прям удивила, что в Турции такое. Хотя я вот у знакомой слышала, что за этот год уже третий раз такая типа ситуация, что я не знаю, первый раз что было, да, но вот два раза я точно знаю, что вот кто-то вот так заходил и стрелял, получается. Лучше перейду на кухню, чтобы дети не слышали. Ну, что говорят сейчас в итоге? Что-то там около 6 человек погибло, и много раненых, 12 раненых вроде как. В Инстаграме, конечно, это все прям очень сильно публикуют, все показывают, да, вот эти кадры все. Это, конечно, очень ужасно смотреть на все это, но стараемся как бы все равно не прям зацикливаться вот на этих ситуациях, а все-таки как-то все равно надо жить, продолжать дальше. Пишут тут вот в комментариях то, что типа даже, говорит, охрана не остановит. Был инцидент вот в какой-то из школы, как раз-таки охранник и остановил такого человека, который из пистолета. Правда, охранник сам пострадал, там вроде в ногу выстрелили ему, так что, по идее, охрана остановит. Вот, в нашем городе, да, вот я вчера даже сидела, думала, во всех школах, во всех абсолютно, даже в государственных есть охрана, кроме нашей. Вот, но так как уже здесь год заканчивается, уже, естественно, с начала года я совсем не хотела отдавать их в эту школу, да, но мы очень долгое время пытались найти квартиру ближе к тем школам, а тут школу дают, смотря в каком районе ты живешь. И наш район относится только к этой школе. И вообще мы как бы со своей мебелью, да, переехали именно в этот дом, уже живем третий год. То есть и со своей мебелью переезжать, это не только трудно, еще и с детьми, но и накладно очень получается. Потому что когда мы ехали из Газипаши, кстати, да, вот спрашивают, из какого города, мы из города Селивке, ну, я снимаю сейчас из города Селивке, это провинция Мерсин. Сюда мы приехали по работе мужа, а до этого мы жили в Газипаше, это провинция Анталия, да, ближе к Алании. И там у нас, получается, своя квартира, и мы оттуда всю мебель забрали и сюда перетащили. И это было тогда, на тот момент, 3 года назад, да, 2,5 года назад, это было 20 тысяч только на перевоз мебели, плюс там, естественно, вот это вот сбор, поднятие сюда, спустить оттуда мебель, да, тут ведь на лифте таком спускают, ну, с автомобиля, получается, колесница поднимается, вот, и это все было очень дорого, очень сложно, очень тяжело, и я представляю, сейчас какие цены. Узнавала последний раз, вроде как 10 тысяч переезд, если это 3+1 внутри города сейчас. Вот, и помимо этого, это, опять-таки, нужно депозит на месяц риэлтору за месяц и за месяц аренды. Это выходит, поверьте мне, очень дорого. Поэтому по поводу квартиры, то, что именно квартиру поменять у нас, не получилось, и поэтому и в этой школе остались. Но со следующего года мы планируем их отдавать в частную школу уже, и это будет, конечно, намного лучше. Почему? Потому что они сейчас учатся 4 часа всего лишь. А там будут они на целый день, их будут забирать. Естественно, там полностью все под охраной, сигнализация. Частная школа здесь вообще, вот у нас старший ход в частную школу, там настолько все строго, что даже на собрание ты без ВНЖ не попадешь. И то изначально нужно отправлять фотографию, номер ВНЖ. То есть кого попало, просто с ВНЖ тоже не впустят. То есть здесь, в принципе, частные школы очень хорошо оборудованы, да, то есть вот этими всякими. Здесь очень большие такие ворота железные, то есть я даже здесь, в государственную школу, когда ходила, в другие, когда хотела туда отдать детей, я удивлялась, почему здесь такие железные ворота. Вообще после Газипаши, когда переехала я в этот Мерсин район, я заметила изменения, вот эти, не изменения, а разницу заметила, что здесь даже колючие проволоки, вот на каких-то там, вот какие-то государственные здания, там колючие проволоки, даже в Сите колючие проволоки в некоторых есть. То есть
Я вот эти изменения сразу почувствовала. Ну, понятное дело, да, что это уже более такой городского типа, да, вот регион. Мирсин так совсем он большой, поэтому здесь уже немножко по-другому. У нас в Гази-Паше это прям деревня, так спокойно все было, никаких там колючих проволок, ничего такого. Да, там, наверное, тоже в школах охранник, скорее всего, сидит. Не помню, я помню одну школу, проезжала мимо, не помню, сидел ли охранник, но там как бы все попроще, здесь уже вот так вот. И что хочу сказать, сегодня вот опять сидим дома, я написала учительнице, говорю, хочу сегодня оставить детей дома. Но так как вот эти ряд событий, это и получается на следующий день повторилось, ну, не знаю, вот даже целую неделю хочется, чтобы они посидели дома сегодня. Вот у нас четверг, завтра среда, пятница. Ну и потом уже выходные, со следующей недели, может быть, даже уже пойдем в школу. Ну, как-то так, в общем. И пишут, что да, вообще полностью забрать детей, ну, они в 1 классе, и если полностью забирать, ну, это, получается, надо переводить их в турецкую школу, отдавать в другую школу. И получается, что только что я объяснила, что это очень накладно. Поэтому будем, но уже осталось, это получается май, ну, там и полмесяца июня. Будем доучиваться здесь и уже, дай бог, в частную школу перейдем. Да, частная школа здесь очень дорогая, конечно же. И плюс нам сказали, вот в нашей школе частной, куда мы хотим переводиться, там за одного ребенка за учебника 50 тысяч лир. За год это вперед отдаешь, помимо того, что ежемесячно оплачивается школа. Но здесь у нас по работе организация оплачивает 2 детей. Поэтому у нас их 3, один пока у нас в частной школе. Этих мы не хотели разделять, поэтому обоих отдали в государственную школу. Потому что эти у нас уже двойняшки, да, одногодки. Поэтому как бы решили, что мы их отдадим в государственную школу. Ну и вообще, в принципе, школа хорошая. Единственное, вот это вот то, что она не, как сказать, не само здание и вот это вот не благоустроено, что ли, как-то так могу сказать. А так школа, в принципе, еще и недалеко от нас, и это плюс. Сегодня приготовила блинчики. С утра что-то мне уже надоело готовить яичницу, кашу. Думаю, дай-ка я сделаю блинчики. С Азалькой мы блинчики приготовили. Сейчас планирую пойти за мясом, короче. Вот заносим вот так вот эти стулья с балкона, потому что ветрено очень бывает. И у нас вот так вот один стульчик улетел. Сегодня очень-очень тепло на улице. Прям вот лето. Вчера 25 градусов было днем. Сегодня вроде как еще теплее. Вот. Я хочу сейчас за мясом съездить. Что-то у нас мясо прям закончилось. Хочу приготовить прям борща. Хорошенько так его сварить, чтобы он был вкусный. Что-то я соскучилась по борщу прям. Вот. А здесь у нас апельсины, мандаринки растут. Но почему-то ощущение, что это поздний, как сказать, сорт, что ли. В общем, попозже они начнут цвести, потому что сейчас я уже вижу на улицах цитрусовые цветут. Уже даже не сейчас, наверное, уже месяц как цветут. И такой аромат. А здесь аромат вот как раз-таки тоже сильнейший, но он немножко попозже. Вот они начинают цвести. И так вот на балконе, когда сидишь, вот у людей тоже, конечно, красивые всякие столики. Тоже хочется сделать. Вот здесь вот у нас, видите, очень большой балкон. Но у нас стулья есть, мы их пока занесли. А вот столов нет. Хочется сделать, поставить стол. Ну, мы как бы выносим стол обычный, который у нас в квартире стоит. Но надо вот отдельно еще на балкон поставить. И сидишь тут, чай пьешь, и этими ароматами наслаждаешься. Ну, вот. Эти как птички поют, классно вообще. Ладно, поеду я сейчас за мясом, наверное. Приведу себя в порядок. Еще вот то, что так тепло стало, появились какие-то муравьи, не дома, а на улице. Вчера прогуливаться выходила, такие они большие. И при этом
дети говорят, появились, говорят, муравьи с крылышками, то есть такие летающие. И они вот, не соврать бы, вот такие вот. Я вчера тоже с подругой выходила вечером прогуляться, подышать свежего воздуха. И я смотрю, вот на дороге везде вот эти муравьи, но без крылышек. Но они большие. В общем, насекомые тоже повылазили, как только погода вот так вот поменялась. В общем, живности здесь, конечно, полно. Если рассказывать про это, и домой иногда залазят всякие букашки. И когда вот начинается сезон цикад, которые там вот как раз-таки, когда вы приезжаете в Турцию, вы их слышите, да, они сильно-сильно так, не знаю, как назвать, что они делают там. В общем, вот этот звук, он появляется. И с того момента у нас получается 7-й этаж, на 7-м этаже мы живем, но русский это 8-й этаж получается, потому что здесь еще 1-й этаж как нулевой считается. Вот. И домой залазят вот эти вот цикады, и ты сидишь, там чай пьешь или чем-то занимаешься, и видишь так мимо. Вот такая вот, это как кузнечик такой, похож на кузнечик, но черный. Вот такая штука ползет. И у меня реакция очень такая бурная, я боюсь их. Вот, а старший сын тоже раньше боялся, помню, он прибегает, их прям ловит вот так и отпускает. Мы не убиваем их, стараемся не убивать. И муж тоже так же ловит и отпускает. В общем, вот такие дела. У нас вечный бардак, лежат тут портфели. Дочка рисует. Что рисуешь? Тут котик, Угу. а у него внизу тут игровая комната я сейчас делаю. Ой, ну красиво. Молодец. У нас Азалия очень любит рисовать. Вот. И еще она мне вчера говорит, пришла, значит, со школы, говорит: мам, можно я, говорит, в 12 лет, ты в 12 же, да, хочешь быть моделью? Не, 11. 11. Уже в 11, говорит, я хочу быть моделью. Я говорю, ладно. А у нас такая, она как струнка высокая, худенькая. И посмотри сюда. Личико такое вроде нормальное, смазливое, красивое. И я думаю, почему бы и нет? Будем делать портфолио для нее постепенно. И, может быть, даже к чему-то и придем. Тем более здесь в Стамбуле есть такие агентства. Вот, в общем, как-то так. Ты уроки делаешь, что ли? Да, только на наушниках. Ну, я не слушаю музыку, просто так захотел. Хорошо, солнышко. Вот А, берут солнышко. телефон, переводчик. Некоторые Еще слова, которые не знают. сфоткал, и здесь помогает, как надо писать, смотри. QR-код сфоткал? А, да, бывает вот такой то, что QR-код в домашних Вот QR-код. тетрадях. Ага. Еще хочу сказать, в Окума Ануама, это Окума Ануама, везде QR-код. Везде код. Даже здесь QR-код. Да. Вот, мебель вся, в принципе, наша. Я уже в прошлом видео говорила. Вот, и, ну, не сильно стараемся покупать, конечно, мебель, по необходимости только, потому что понимаем, что перевозить, когда вот это вот мы все перевозили, естественно, мебель пострадала. Страдает мебель, поэтому мы не особо собираемся тут, как бы, да, все прям идеализировать. И уезжать отсюда, иначе, ну, потому что, когда мы специально такую машину вызовем, и туда заберут вот это число, и когда машина будет ехать, ну, она забудет, там есть такие штуки, и она будет прыгать. Вот эти штуки Сломаться могут, да? Да, могут сломаться, они упадут и могут сломаться. Хорошо, солнышко, делаю уроки. Я, Поэтому наверное, в магазин мы не особо пойду. собираемся отсюда уезжать. Может, это вот эти вчерашние муравьи летающие вас покусали? Это точно комары были? Вчера дети вышли, говорят, комаров, говорят, куча было еще. Да я видел, я сам даже видел. У меня самая вкусная кровь. Я смотрю, все комары на меня улетают. Я, короче, убегаю, они на меня. Вот так делаю еще. Понятно. Я пойду в магазин за мясом. Сейчас старшего разбужу, чтобы проснулся, с детьми посидел. Собираюсь, в общем, в магазин. Села с вами поболтать тут и быстренько намазаться. Так, сейчас я кое-что забыла. Пришла, солнцезащитки забыла. Самое главное здесь в Турции, да, это, я уже говорила, нанести вовремя солнцезащитку. Чтобы вообще
кожа у вас не старела. Мне следующий год, на следующий год уже 40. Вот, и надо за собой очень ухаживать. Тем более этот вот возраст, как раз если проморгать, то потом кожа просто уже не восстановить. Вот, поэтому солнцезащитка это самое главное. Пользуюсь я Ататами солнцезащиткой. Она еще лифтинг эффектом, то есть справляется еще и с морщинами. То есть кожа натягивается, ну, морщинки так пропадают после этого крема. Вот. Кто хочет тоже пользоваться таким кремом, можете по ссылке пройти. Я внизу всегда оставляю ссылочки. Накрасили на шею, то есть намазали, это самое главное, да, потому что шея... Вот я даже вставлю вставку одну. У женщины, которая на шею не накладывала солнцезащитку, шея просто в ужасном состоянии. А на лицо намазала, лицо идеальное. То есть не все это знают, я тоже не знала, поэтому делюсь. Вот, оно на лицо, вот сейчас как раз увидите, я люблю вот с тоном. Поэтому на лицо я всегда мажу. Вот такую вот вещь. Будет сейчас смешно смотреться, конечно, но без этого я не выхожу на улицу. Спонжик у меня есть специальный. Вот его периодически я мою. Почему? Потому что там грязь собирается, да, потом лицо у вас будет в прыщах и все такое. Это просто солнцезащитка, это не тоналка, просто она с тоном. Но 50+. Здесь в Турции обязательно нужно 50+, а уже, может быть, 30+, может быть, в тех регионах, где не так сильно активно солнце. И даже когда солнца нету, обязательно нужно, говорят, наносить. Даже, говорят, дома, если ты находишься, обязательно нужно. А мне еще нравится вот эта вот солнцезащитка, чем? Потому что она придает мерцание. Вот. Что еще хочу сказать? Вот сейчас вот давно говядину не покупала. Ну, в смысле, мы покупаем ее, и фарш обычно я покупаю говяжий. Именно беру в Мигросе, там самое такое нормальное мясо. Но вот как бы закончилось, и все не могу сходить, купить. И в последнее время кушали то рыбу, индейку, курицу. И вот так вот прям хочется иной раз говядины. Но надо ездить. И самое главное, что с утра. Потому что в Мигросе, например, ее разбирают прям. Вот, солнцезащитку нанесла. Получается, на шею и на лицо. Это самое главное. Можно даже идти уже так, но нужно немножечко подкраситься, поболтать с вами как раз. Вот. Все говорят, некоторые пишут, кстати, в комментариях, у тебя, говорит, ботокс, там все такое. Нету ботокса, просто я за собой слежу. Есть у меня морщинки везде, и если бы у меня был бы ботокс, вот так бы у меня лицо не работало бы, конечно. Вот, ну ладно, это не важно. Люди всегда будут говорить то, что у них на уме. Вот. И они имеют право на это, да? Каждый человек имеет право что-то говорить. У меня, кстати, есть еще вот такая вот бибишка. Она прям подстраивается под цвет кожи. Обалденная. Сколько? 600 рублей я ее брала. Надолго хватает. Здесь 40 миллилитров. Просто вообще идеальная. Потом я всегда наношу вот эту помаду. Это как не помада, а такой блестящая. Ну, сейчас увидите. Вот. То есть это не помада, по идее. Как бальзам. Бальзам для губ. Он такой блестит, прям классный очень эффект дает. И вот когда здесь зима, холодно, губы не сохнут. Прям вот обожаю. Помада у меня тоже есть. Вот тоже от Атами я брала. Вот такую вот. Ну, иной раз вечером я ее мажу. Тоже вот такой тон мне нравится. Вот это красноватый чуть-чуть. Ну, в принципе, мне вроде как идет. А это такой бежевенький, бежево-коралловый, розовый, что ли, как сказать его. Он на вечер прям идеально. То есть не яркий такой, пастельных тонов. Еще вот такая вот мне нравится система. Нажимаешь вниз, помадка вылетает. Но она даже, вот если нажимаешь, она не падает. Надо вот так вытащить ее оттуда. Прикольная вещь, тоже от Атами. У меня все от Атами. Помимо вот этого вот. Подарила мне недавно коллега мужа вот такую вот классную штуку.
Сейчас скажу. Pillow Talk Beauty Light. В общем, написано, что в Лондоне. Изготовитель Лондон. Вот такая вещь. Тоже очень нравится. Вечером наношу. Вот. Дешевая вещь. Вот такая вот. То есть, получается, можно нарисовать, ну, зонально, да, лицо, там, как скульптор, не скульптор, бронзатор, вот, бронзатор. Выделить скулы. Но днем я вот приобрела недавно вот такую вот штуку, тоже скульптор. Ну и иногда, когда хочется, мне еще пудру надо, но она здесь на турецком сайте нет. Вообще этот магазин Атоми есть во всех странах, но ассортимент разный. Вот поеду, когда в Россию, можно будет там уже приобрести себе пудру. Она такая классная там. Вот. Я, конечно, не занимаюсь скупкой всех там товаров этого магазина, но я очень люблю именно вот косметику от Атоми. На нее я и пришла. И я помогаю людям зарегистрироваться, занимаюсь этим, поэтому кому интересно, можете обращаться. Обожаю ее, потому что она такая, как бы, она недорогая, но она по качеству хорошая. Корея все-таки. Вот такая красота у меня. Ну и я люблю еще бровки свои. Вот таким вот корректором подправлять. Сейчас покажу, как. Вот так вот немножко подрисовать их. Сделать контур такой. Вот. Чуть-чуть. Здесь хорошо у Азалики вот этот стол. Он прям... Расположение хорошее, напротив окна, свет падает, прям идеально все видишь, хорошо, дневной свет. Вот. Ну, конечно, уже возрастные изменения есть у меня, я их чувствую, делаю упражнения иногда для лица. Вот, пью, конечно, коллаген, я, кстати, еще, кому интересно. Так, и иногда я губы подкрашиваю. То есть контур тоже рисую. Вот такой цвет. Я, кстати, это брала здесь, в Турции, потому что в Атоми нету у нас на сайте. Вот. А для глаз я взяла вот такой вот. Это тоже из Атоми. Сколько он? 300 лир или 200 с чем-то лир стоит. Такой вот. Как этот. Как маркер, да? Но при этом он не размазывается. Мне вот это вот нравится. Так можно стрелочку тонкую нарисовать, и он еще и при этом не продавливается. Сейчас я поближе поставлю. То есть можно подрисовать вообще прям идеально. Дети делают уроки, я их приучаю делать уроки самим. Почему? Потому что ну, я просто не могу всегда быть рядом. И хочется, а тем более, когда это турецкий язык, когда они будут расти, они будут изучать уже более такие предметы тяжелые, да, и если они сами не будут это делать, а ждать от меня, я помочь им не смогу. Потому что там уже тяжелые вот эти вот всякие, типа алгебры, химии. У нас же старший пробовал в 9 классе поступить в турецкую школу. Мы учились там 2 месяца. Реальная турецкая школа, ну, частная. Вот, и когда он изучал, это было вот, ну, очень тяжело. Не смог он, к сожалению, вот, учиться. И здесь он учится сейчас в частной русской школе. В принципе, мы тоже можем детей отдать туда, то есть организация нам оплачивает, но все-таки на практике, как мы поняли, учась в русской школе, дети уже на турецкий язык уже не могут изучить. А здесь не только турецкий, еще и английский. И поэтому, ну, как бы мы планируем, чтобы дети учили и турецкий, и английский язык. Пока мы планируем здесь долго жить, работать, поэтому хотим
закрепиться, короче, тут. Может быть, мы уже здесь проживаем 4 года, может быть, и гражданство оформим, да, то есть это все посмотрим, видно будет. Эту тушь тоже люблю очень сильно. Она не склеивает реснички, мне это нравится. У меня реснички тонкие, вот она их не склеивает. Потом мне еще нравится, что изгиб остается. Вот, разрекламировала, короче, весь магазин. Просто я люблю качественные вещи. Вот, и еще она снимается чулочками. Вот когда моешься, лицо помыл, реснички намокли, вот так вот берешь, и челочками снимается, то есть вот этой вот эффекта панды нету. Поэтому я очень люблю все эти вещи. Заказала себе еще одну тушь, потому что это уже сохнет. Ну, как бы такая уже становится. Вот, и у меня еще дочка забирает у меня. Те вещи, которыми я не пользуюсь, забирает дочка, уже дочка красится. А это все гипоаллергенные. И даже вот эти зубные пасты, которые мы пользуемся от Атоми, дети тоже ими же пользуются. То есть мы перешли полностью на Атоми в таких вот вещах. Раньше покупали, например, пасту со вкусом какой-то там, естественно, с химией. Также у меня есть бибишка вот такая вот, я ее очень люблю. Только, знаете, по особенным случаям я ее наношу, потому что она с жемчужным таким цветом. Лицо такое становится ухоженное, красивое. Ну, даже вы вот видите, наверное, да? Даже вот эта вот солнцезащитка делает лицо очень... Ругаются, пошла. Мама не могут это делать уроки. Что случилось? Все, только я ей помогаю. Я, короче, ей все помогаю. Она говорит: Алмаз, что здесь надо делать? Алмаз, что это значит? Ну все, не ругайте. Иногда делаем вот так вот на таких столиках. Иногда ругаемся, ничего страшного. Вот, иногда делают за моим столом. Да, это мой вот рабочий стол. Все у меня тут от Атоми. Все, чем я когда-то пользовалась, это все пустое. Абсолютно пустое. Шампуни, кстати, тоже классные очень. Дети тоже моются ими. Там вот эти вот для мытья посуды. Все, короче, люблю очень сильно. Видите, сколько паст. Вот, коллаген 3 коробки. Пропила еще 3, хочу заказать. 3 месяца надо пить. Вот это на полмесяца хватает. Для лица тоже испробовала все. Ну, в общем сказать, я эксперт уже по этой косметике. БАДы тоже испробовала. Очень нравится. Кстати, вот кофе нравится от Атоми тоже. Пробиотики. И в аптеке витамин С. Сравниваешь пробиотики. В этом сайте выходит дешевле, чем здесь в Турции в аптечке. Ну, там, если смотреть по составу и по количеству, насколько хватает. Например, здесь сразу вот пробиотиков 60 штук на 60 дней на всю семью. Витамин С сразу 90 штук идет, поэтому в этом плане экономия получается. Но сразу надо, получается, покупать на всю семью, либо на долгий срок. Вот лютеин, кстати, тоже для глаз. Это витамин очень хороший. Тоже пропила. Ну, хочу сказать, что улучшилось зрение реально. Реально работают, короче, рабочие вещи. Спирулину вот я сыну старшему покупала, тоже хорошая вещь. Это очень много там витаминов в составе идет. В общем, кому интересно, можете в личку мне написать. Там внизу ссылочки есть в Телеграм, в Инстаграм. Пишите.